Привет! Меня зовут Алина, и добро пожаловать на мой канал. Как истинный любитель изучения иностранных языков, я знаю, как сложно может быть найти полезный и интересный контент на изучаемом языке, который захотелось бы пересматривать изо дня в день. На этом канале его пока еще нет, но обязательно будет. Я не преподаватель русского языка для иностранцев, и более того, с преподаванием я никогда не сталкивалась, но я считаю, что любой человек может выучить язык самостоятельно, без помощи извне. Преподавателя иметь можно, конечно, но это совершенно не обязательно. Можно иметь преподавателя в качестве дополнения. Или если вы не совсем уверены в собственных силах и не думаете, что сможете справиться сами. Или просто для более глубокого и быстрого изучения языка. Все зависит от ваших целей. Всему можно научиться самостоятельно. И это первое, что мне хотелось бы до вас донести, если, конечно, до меня это не донес кто-то другой. Язык — это безумно сложная, но в то же время интересная вещь. Его нужно любить и быть увлеченным и вовлеченным в язык. Это основа всех основ. Ни в коем случае нельзя себя заставлять, просто потому что из этого вряд ли что-то выйдет. Но, честно говоря, я думаю, что если вы смотрите это видео, вряд ли вас кто-то заставляет это делать. Изучая язык, вы невольно изучаете также культуру страны или стран, в которых на этом языке говорят, таким образом расширяя свой кругозор. О плюсах изучения иностранного языка я могу говорить очень долго, и думаю, что этому можно будет посвятить отдельное видео. А сегодня мне бы хотелось поговорить немного о другом, а именно о методах изучения иностранных языков. Существует два метода. Это традиционный, о котором мы все знаем, к которому мы привыкли, и естественный, который также в последние годы очень набирает свою популярность, к счастью, потому что он, как показывает практика, является наиболее эффективным. Рассмотрим оба метода. И начнем с традиционного. Традиционно в школах посвящается иностранному языку от 1 до 3 уроков в неделю, по 1-2 часа. В среднем это получается от 1 до 6 часов. На самом деле, не знаю, как обстоит ситуация сегодня, потому что я уже давно не сталкивалась с традиционным методом изучения языка, но я думаю, что ситуация не слишком изменилась, если мы не говорим о каких-то специальных школах, которые делают упор на иностранный язык, то есть школы с углубленным изучением иностранного языка. Берем обычную среднестатистическую школу. К тем 6 часам, берем по максимуму, к тем 6 часам мы еще можем прибавить пару часов, которые мы проводим с языком, выполняя домашние задания, например. Хотя, немного отходя от темы и затрагивая другую, можно сказать, что если вы проводите время с языком исключительно в школе и выполняя домашние задания, значит, этот язык не так уж вам и нужен. Итого, школа плюс домашние задания получается 6-8 часов в неделю. А в неделе, к сведению, 168 часов. И как вы думаете, реально ли за такое время нормально по-настоящему выучить иностранный язык? По-моему, ответ очевиден. И в этом и заключается одна из основных проблем традиционных школ. Не говоря уже о том, что обычно в школах преподают простые грамматические правила, лексику, которая не всегда нужна в жизни, не всегда актуальна и не всегда пригодится при разговоре. А самое главное, чего мы должны достичь при изучении языка, это коммуникация. Говорю это исходя из собственного опыта, потому что когда я начала учить свой первый иностранный язык, это был английский, это было с 1 класса, как и все, я пошла в школу и начала учить английский язык, а с 6 класса я начала ездить в английскую школу и немного больше погружаться в язык. Но когда я поступила в университет спустя 5-6 лет и впервые познакомилась с иностранцами, которые говорили на английском языке, я поняла, что не могу из себя выдавить ни слова. Более того, я их практически не понимаю, потому что до этого я никогда не слушала и не слышала иностранную речь.
Все, чем мы занимались в школе, это были учебники. То есть все, что мы делали по учебникам. Да, у нас были какие-то упражнения по аудированию, мы что-то слушали, но этого было минимальное количество, и этого было совершенно недостаточно для того, чтобы я смогла говорить. При этом у меня довольно неплохо получалось писать тексты, сочинения, то есть что касается грамматики, все было perfect. Но тем не менее мне хотелось говорить, а говорить я не могла. И причины в этом я вижу как минимум 3. Первое – это отсутствие какой-либо практики, а то, что мы просто составляли предложения со школьным учителем, наверное, за практику это не сосчитать, не счесть. Второе – страх ошибиться, сказать какую-то глупость, вдруг надо мной посмеются, а я же на самом деле знаю, как правильно. Я хочу показаться умненькой, а боюсь ошибиться. И, в общем, поэтому очень зажимаюсь и не говорю совсем. И третье – это отсутствие, как я уже и сказала, какого-либо слушания, то есть аудирования. И все это время я искренне не понимала, почему столько лет я учу английский язык, но до сих пор не могу на нем говорить. Неужели мне нужно посвятить всю жизнь для того, чтобы когда-то там, спустя несколько десятков лет, я наконец-таки заговорила? Как оказалось, не совсем. Конечно, я нисколько не отрицаю тот факт, что что любой язык можно и нужно учить всю жизнь, потому что даже наш родной язык мы не всегда знаем идеально. Всегда есть что-то, чего мы не знаем. Несмотря на то, что мы каждый день говорим на нашем языке, каждый день его слышим. Но, тем не менее, каждый день мы учимся чему-то новому и приобретаем новые навыки. А с иностранным языком все еще гораздо сложнее. Поэтому, естественно, мы можем и должны учить его всю жизнь. Но коммуникативный навык мы можем приобрести гораздо раньше, чем за несколько десятков лет. И прозрение в мою голову пришло тогда, когда я познакомилась с одним замечательным человеком, который преподнес очень важный урок в моей жизни, который заключается в том, что я все могу сделать самостоятельно. И в первую очередь мы это применим к иностранным языкам, конечно же. А теперь немного поговорим о естественном методе изучения языка, который заключается в очень простых правилах, принципах, которые просто нужно соблюдать и которым нужно следовать. И первое и самое важное – это слушание. Нужно слушать каждый день хотя бы по чуть-чуть, хотя бы по 15-20 минут. Какое-то время нужно проводить с языком. То, что вы послушаете 2 часа беспрерывно 1 раз в неделю, не даст практически ничего. Но если вы послушаете 20 минут 7 раз в неделю, это даст гораздо больше. Хотя по времени, это получается же меньше по времени, да? Да, это 140 минут. Нет, не меньше. 2 часа это 120 минут. Больше. Неважно. То есть первое и самое важное правило – это слушать и слушать каждый день. Второе важное правило – это повторение. Нам всегда нужно повторять и говорить нашему мозгу, что для нас это важно, чтобы он запомнил наконец-таки это сложное правило и оставил у себя его где-то там в чертогах памяти навеки вечные. Поэтому повторение совершенно нельзя недооценивать. Ну и третье, наверное, самое простое правило – это то, что вам должно быть просто-напросто интересно. У вас должно быть желание учить язык. И вы должны смотреть интересные материалы, которые действительно захочется пересматривать. И каждый раз, пересматривая одно и то же видео, вы можете подчеркнуть для себя что-то новое. Потому что, когда мы учимся, мы не можем вот так вот взять и все с первого раза понять, запомнить, осознать. Поэтому одному и тому же видео стоит уделять не 1 раз, а несколько. И вы увидите, какая от этого будет польза. В любом случае, тема эта очень обширная, и в 2 словах о ней не сказать. Поэтому наверняка мы об этом с вами поговорим еще в других видео.
А сегодня это было просто вступление, знакомство со мной. И что я, в общем-то, этим хотела сказать? То, что я точно такой же студент иностранных языков, как и вы. И я знаю и понимаю, насколько может быть этот процесс изнурительным и нервным, особенно в тот момент, когда надо начинать говорить. Но правильный подход, выход из своей зоны комфорта и переступление через свои страхи и переживания приведет нас всех к свободному владению любимым языком. А с русским, как вы понимаете, я вам планирую помочь. А вы мне, возможно, поможете с каким-нибудь другим иностранным языком. И так мы будем друг другу помогать все и создадим такое большое сообщество. Как называют этих людей, которые очень любят учить иностранные языки? Нерды? Нет. Мне кажется, я не знаю русского слова. В общем, крутые будем! Надеюсь, вам будет полезно, интересно и увлекательно. Поэтому я с вами прощаюсь до следующего видео. Спасибо, что смотрели, и пока-пока!